Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный, очень легкий и простой в приготовлении йогуртовый торт «День и ночь». Торт, как я уже сказала, готовится очень просто и быстро. Получается нежнейшим, буквально тающим во рту тортик. И сначала приготовим очень простой и быстрый шоколадный бисквит. Для шоколадного коржа нам понадобится 110 грамм муки, 20 грамм какао-порошка и 5 грамм разрыхлителя. Все это я перемешиваю и пока что отставляю в сторону. 2 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахара. Перемешиваю все просто большим венчиком. Вы можете перемешивать здесь и миксером. 80 миллилитров молока комнатной температуры и 40 грамм растительного масла без запаха. Все перемешиваю. Как я уже сказала, при желании вы можете все это взбивать миксером, но это особо не повлияет на результат. Просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекается корж буквально за 20 минут. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать смело круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Я все это напишу в описании под видео. Выпекался корж у меня 20 минут на среднем уровне, без конвекции. Духовку, конечно же, во время выпечки не открываем. Сразу же, как только я могу дотрагиваться до формы, я извлекаю корж из формы. Срезаю у него сейчас шапочку и нижний корж как основу. То есть справится с приготовлением этого коржа даже человек, который вообще никогда ничего не выпекал. Корж приготовила, отставлю пока в сторону. Здесь у меня 250 грамм замороженной малины. Добавляю туда 150 миллилитров воды и отправляю на огонь. Довожу всю эту смесь просто до кипения, но не кипячу. Перетираю сейчас всю малину через сито и отставлю до остывания. Здесь вместо малины можно брать любую ягоду, и клубнику, и вишню можно использовать. Все на ваше усмотрение. Также можно какие-то соки готовые использовать. Все как вам нравится. 30 грамм желатина и 150 миллилитров холодной кипяченой воды для желатина. Сразу же нужно перемешать. Иначе комочками пойдет весь этот желатин, вы потом ничего не сможете с ним сделать. Отставляю в сторону, чтобы вся эта масса набухла. 1 килограмм греческого йогурта 10% жирности и 400 грамм сгущенного молока с сахаром. Если у вас нет греческого йогурта такой жирности, вы можете брать обычный йогурт, либо же 10% сметану. Все на ваше усмотрение. Все это просто перемешиваю. Вы можете здесь взять чуть меньше сгущенки, чтобы у вас банка была 360 или 380 грамм сгущенки. И сейчас буду взбивать сливки. 400 миллилитров сливок охлажденных 30% жирности, 16 грамм ванильного сахара. Взбивать сейчас буду до мягких пиков, ни в коем случае не до устойчивых. Вот такая масса должна получиться. То есть, в принципе, здесь пиков даже еще как таковых и нету. Добавляю туда сейчас всю йогуртовую массу со сгущенкой. Все это просто перемешиваю. Ничего здесь дальше ни в коем случае не взбиваю. Нам здесь взбитая масса не нужна. Вот такая вот однородная смесь у нас должна получиться в итоге. Набухший желатин я распустила в микроволновке импульсами. Добавила туда грамм 200 вот этой йогуртовой массы. Перемешиваю, чтобы температуры немножко выровнялись. Непрерывно сейчас взбиваю миксером не на самой высокой скорости и добавляю туда всю желатиновую массу. Это нужно сделать сразу, ничего здесь ждать нельзя. Отставлю пока в сторону. 50 грамм какао-порошка для выпечки и 100 грамм крутого кипятка. Наливаю в какао-порошок.
Сразу же все перемешиваю, потому что комкуется очень быстро какао. Сейчас примерно половину всей этой массы йогуртовой я отливаю уже в другую миску и буду добавлять туда какао. Примерно на весах у меня вот так вот получается. И сразу работаю, то есть ждать здесь ни в коем случае ничего нельзя. Нужно работать здесь очень быстро, потому что желатин застывает очень быстро. Желатин силы здесь 200 блюм у меня. В оставшееся количество йогуртовой смеси я добавляю какао-массу. Все просто перемешиваю до объединения, ничего долго не взбиваю. Масса готова. Прохожусь еще по дну миски просто лопаткой, потому что многое может не размешаться. И сразу же, ничего ждать нельзя, собираю торт. Корж, прежде чем собирать такой торт, должен уже полностью лежать в форме. Бока формы должны быть подготовлены, то есть этот торт собирается очень быстрым образом. Всю белую смесь выливаю на корж. Как вы видите, я здесь бока формы застелила еще на всякий случай ацетатной пленкой, потому что неизвестно, как высоко поднимется эта масса. Все разравниваю просто. И сейчас выкладываю уже на этот белый слой, еще не на застывший ни в коем случае, 15 штук палочек савоярди. Вот эта малиновая жидкость нам нужна была для того, чтобы пропитать вот эти палочки савоярди. Как приготовить их, вот эти печенья савоярди, есть на моем канале подробнейшее видео. Ссылку я вам оставлю в описании к данному видео. Я же здесь использую обычное покупное печенье савоярди. Оно сейчас продается в каждом супермаркете буквально. Вы же можете испечь также здесь бисквит какой-то использовать. Я показываю самый быстрый элементарный вариант. Здесь самое главное хорошо пропитать эти палочки, потому что от йогуртовой массы с желатином палочки не пропитываются. Слегка, конечно, но недостаточно, чтобы они были у вас мягкие при нарезании и раскусывании. Очень так их хорошо пропитываем, но в то же время, чтобы они у вас не превращались в кашу. Как я уже ранее сказала, вы можете вместо этой малиновой жидкости взять абсолютно любой сок на ваше усмотрение. Я здесь не подслащивала всю эту жидкость, чтобы была такая хорошая кислинка в торте. Сейчас очень аккуратно выливаю весь шоколадный мусс на печенье савоярди. Лучше это делать, конечно, из половника или из какой-то мерной чашки, чтобы слой у вас был идеально просто ровным. Так как я здесь наливала достаточно быстро этот шоколадный слой, у меня вот эта центральная часть немножко будет с такими волнами. Убираю всю эту форму сейчас примерно на 4 часа в холодильник, чтобы хорошо стабилизировалась масса. Нельзя убирать на меньшее количество времени. Торт у меня уже хорошо застыл после холодильника. Я измельчила бисквит, который у меня остался от шапочки, от этого коржа, и посыпаю этой крошкой сейчас просто тортик. Она очень хорошо все это закрывает, она очень хорошо прилипает к этому йогуртовому слою. И я уже достаю торт из формы. Аккуратно снимаю ацетатную пленку. Если у вас нет ацетатной пленки, вы можете использовать просто обычные канцелярские папки. Нарезается превосходно. Обычным ножом нарезаю. Идеально держит форму этот мусс и при комнатной температуре, и в жаркую погоду. Ничего с ним не будет. Главное взять, как я уже сказала, качественный свежий желатин. Очень удобно этот торт также подавать в качестве порционных пирожных. Разрезается идеально даже на очень мелкие кусочки. Вот такие креативные волны у меня получились в центре тортика благодаря быстрому наливанию мусса. А по бокам идеально ровно все. Торт, как я уже сказала, буквально тает во рту. Нежнейший, вкуснейший тортик получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.